Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео о ресурсах пчел, которые нужны им для весеннего развития. Их всего 5 штук, и сегодня мы о них будем говорить. Так вот, первый ресурс, который нужен для того, чтобы семья нормально стартанула весной, это, как ни странно, сами пчелы плюс их матка, то есть само население улья. Можно подумать, что я на пчелах немножко слетел с катушек, наверное, так немножко и есть. Но что за такой странный ресурс весной пчелы плюс матка? Ничего странного в этом, в общем-то, нет. Если у вас нету пчел, то, соответственно, некому развиваться. Но не просто пчел, а правильных пчел. Что такое правильные пчелы весной? Это те пчелы, которые родились в августе, которые по сроку своей жизни давно уже бабушки, потому что они перезимовали с осени, но тем не менее они остаются молодыми, то есть физиологически не изношенными. То есть эти те пчелы, которые вывелись после главного взятка, можно сказать, в последней волне выращивания расплода. Эти пчелы мед не собирали, потому что взятка не было. Расплод не выращивали, потому что они из последней волны. Соответственно, это физиологически молодые пчелы. Они способны выращивать расплод, они способны работать. Кроме них в семье есть еще пчелы не физиологически молодые, потому что не вся семья весной состоит из таких хитрых пчел. Чем больше в семье пчел молодых бабушек, тем более интенсивно они будут развиваться весной, потому что не все пчелы, соответственно, молодые бабушки. Есть еще и старые бабушки, эти те пчелы, которые перезимовали, но они принимали участие в выращивании расплода и еще застали конец медосбора. Так вот, те пчелы, они выращивать расплод весной не способны. Это старые бабушки, а нам нужны молодые бабушки. Этот эффект мы прекрасно все наблюдаем весной, когда у вас семья 12-10 рамок, 12-10 улочек занимает, а расплоду всего-навсего 4 улочки. Почему всего-навсего 4 улочки? Должно же быть как минимум 8. А вот все дело в том, что у вас много старых бабушек, а мало молодых бабушек. И расплода у вас будет столько, сколько способны вырастить молодые бабушки. А молодые бабушки, соответственно, приблизительно выращивают в нормальной семье до апреля месяца по 4 рамки пчелы. Ну и сюда же к молодым и старым бабушкам еще одна престарелая бабушка, которая называется маткой. Матка должна быть, соответственно, плодной. Матка, соответственно, должна быть не трутовка. Есть у вас матки, есть молодые бабушки, значит, для весеннего развития все у вас есть. Все хорошо. Чем больше молодых бабушек, тем лучше. Чем лучше матка, тем лучше. Соответственно, если у вас весной этого ресурса нету, то есть нету молодых бабушек или с маткой проблемы, семьи у вас не будет. Нету пчел, нету семьи. Нету матки, нету семьи. Вот такой вот первый ресурс. Теперь переходим ко второму ресурсу. Второй ресурс, который нужен для нормального развития пчел весной, это, как ни странно, мед. Ну или корм. То есть заменитель меда. Это может быть сироп, может быть сахар, что угодно, но он должен быть. С медом, то есть с кормом тоже не все так просто. Этого корма весной должно быть около 8-12 килограмм в семье. Почему так? Потому что если у вас в семье корму мало, и вы даете его в кормушках, но в гнезде его не лежит 8-12 килограмм, пчелы переходят в эконом режим. Они перестают выращивать расплод, выращивают его медленно. То есть нет бурного развития весеннего семьи. То есть пчелы в эконом режиме. Поэтому подкармливать пчел по 100 грамм сиропом каждый день, это, конечно, хорошо, как книжка пишет, увеличит количество расплода, но, тем не менее, в самом гнезде тоже должен быть запас меда. Он пчелкам душу греет, а когда у них душа теплая, они хорошо размножаются. Ну и, соответственно, если они переходят в эконом-режим, потому что корму у них нету, значит, расплода у них мало, они его выращивают мало, у них много лишней пчелы. Что делает эта лишняя пчела в улье? Она не сидит, соответственно, она летит собирать нектар, ну или грабить соседских пчел. А так как весной нектара в природе довольно мало, собирать его с цветочков довольно долго, то много этих пчел просто там и погибает. И, соответственно, у вас семья резко-резко-резко, без меда, если у вас нету достаточного запаса меда в гнезде, исходит на нет, то есть практически растворяется. Такой вот этот мед очень хитрый ресурс. Его не просто надо давать понемножку, а он должен быть в гнезде. Если еще понемножку даете, так вообще хорошо. Так, переходим к следующему ресурсу. Тоже очень хитрый ресурс, который называется белковый корм или пыльца. Или ее заменитель. Хотя заменить пыльцу, конечно, ничего не может полноценно. Как известно, как мы все знаем, для того, чтобы вырастить личинку пчелы, нужен белковый корм. Пыльца это и есть белковый корм.
Откуда берется белковый корм у пчел? Во-первых, у них есть жировое тело. Во-вторых, у них с осени есть некоторое количество пыльцы сверху залито медом. Это уже перга называется. Ну и, соответственно, когда они облетались, они этой самой пыльцы должны где-то найти. Перенести на лапках гнездо будет свежая пыльца. Чем больше пыльцы, тем больше у нас расплода. Либо вы эту пыльцу даете искусственно. Без пыльцы расплода не будет, потому что, чтобы выкормить одну рамку пчел, то есть одну рамку расплода, надо пол-рамки пыльцы. То есть пыльцы надо на самом деле довольно много. Так вот, что будет, если пчелы не имеют в гнезде пыльцы? А пыльца — это такой хитрый ресурс, за которым пчелы в ненастную, нелетную погоду не полетят. Это не тот ресурс, за которым они будут лететь. При этом матка свою яйцекладку не снижает. Она так и барабанит те яйца со всей пролетарской ненавистью. Есть пыльца, нет пыльцы, ее это не особо интересует. Но дело в том, что пчелы начнут заниматься каннибализмом. То есть они будут выращивать личинок, и когда у них начнется белковое голодание, то есть не хватает белка, они соседних личинок будут убивать и за счет ихнего белка кормить тех личинок, которые остались. И это нам выльется в решетчатый расплод. То есть расплод будет иметь решетчатый вид. И вот в этих двух ресурсах, мед и пыльца, есть небольшая разница. Когда нету меда, семья перестает выращивать расплод, то есть они тормозят. Когда нету пыльцы, они не тормозят, они таки выращивают расплод, но используют часть расплода для кормления того расплода, который остался. В чистом виде каннибализм. Так вот, для того, чтобы пчелы весной нормально работали, нормально стартанули, их надо обеспечить пыльцой, то есть белковым кормом. Ну а самая главная проблема этого ресурса, который называется пыльца, это то, что его полноценно ничем заменить нельзя. Вот если мед можно подменить хотя бы сахаром, более-менее нормально они это перенесут, то вот если вы будете менять пыльцу мукой или другим каким-то составом, молоком сухим или чего вы там придумаете, то все равно полноценно цветочную пыльцу эти заменители не заменяют. И личинки получаются не такие правильные, как должны быть, то есть недокормыши. Поэтому на самом деле пыльца — это очень важный ресурс. И если его нет, то все это дело заканчивается плачевненько. Нельзя сказать, что семья слабнет. Она не слабнет, но дело в том, что пчелы рождаются те, которые долго жить не будут, то есть менее работоспособные. Так вот, чтобы семья пчел бурно весной развивалась, а пчелы были долгожителями и работоспособными, нужна пыльца именно цветочная. Без нее никуда. Даже если она консервированная, эта пыльца с прошлого года вами собранная, положенная в пакетик или в баночку, это, конечно, лучше, чем мука, но все равно это не то. Свежая пыльца и свежая пыльца. Впрочем, точно так, как и сам мед. Если вы дадите пчелам рамку с медом прошлогодним, запечатанным, и будет в природе свежий нектар, то пчелы предпочтут свежий нектар и притянут в улей нектар, а на ваш мед смотреть даже не будут, потому что пчелы очень не любят ничего консервированного. Им, понимаешь, все свежачок нужен, все нужно свежее. Так, следующий ресурс, это 4-й по счету, и как ни странно, тоже довольно важный ресурс, который называется